Firefly. Родная адобовская нейронка, которая обещает быть очень нарядной. Уже сейчас она удивляет своим user-friendly дизайном, ну и функционалом, разумеется, который в некоторых задачах обходит другие нейронки. Ее интегрированность в Photoshop значительно расширяет круг пользователей, а также ускоряет процесс работы. Меня зовут Максим Густарев, и сегодня я хотел бы поговорить о ней. Поехали! Не так давно, в марте, Adobe представила свою нейронку, которая, подобно Midjourney, может генерировать изображения по текстовым запросам или расширять границы кадра, додумывая заполнение, как в Dall-E, врисовывать объекты в изображение, как Stable Diffusion и многое другое, что может дать фору другим сетям. Среди интересного заявлена фотореалистичная генерация эмоций простыми ползунками, перерисовка 3D-примитивов в изображении, генерация дизайн-макетов с вероятнее всего послойной структурой, чат-бот для дилетантов, генерация векторных изображений по текстовым запросам, создание векторов из нарисованного от руки скетча, комбинирование объединения нескольких фото в одну композицию, продвинутая имитация цвет-коррекции в генерируемых картинках, так долго ожидаемый всеми апскейлинг, изменение изображения по текстовым запросам, генерация кистей для фотошопа по указанному референсу, работа с текстурами, стилизация текста под заданный промптом стиль и даже элементарная тренировка нейросети, позволяющая обучить модель таким образом, чтобы она работала со скормленными ей объектами. Также Firefly решили расширить и на видео. Из заявленного будет поиск музыки по вашему текстовому запросу и даже по самому контексту видео, цвет-коррекция по текстовому запросу и даже локальный трекинг мордашек. Также генерация текстового описания контекста видео, After Effects на минималках, позволяющий преобразовывать вектор в динамичный 3D. Также будет какая-то магия с мультикамом, которая сама по тексту видео нарезает соответствующие шоты, и совсем запредельное шаляпище с преобразованием текстового сценария в визуальную раскадровку с последующим преобразованием в динамичный 3D. И это все будет даже с проходом камеры. Просто чего? Круто, но сложно. Но круто. У разрабов еще не почтой край работы, и, честно говоря, хрен знает, когда все эти нововведения будут работать. Но я на 100% уверен, что в релизе все эти функции будут завернуты в немного другую визуальную оболочку, более привычную для нас. Точно так же, как это произошло в обновленной бете Photoshop, где появились очень простые in-paint вставки. Ну и привычное заполнение пустот. Как будто они в Photoshop всегда были, но вот такие у меня ощущения. Выделили пустоту с запасом и залили генерируемой заливкой. Пейзаж кажется пустым, да не проблема. Можно накинуть море к подножью гор, а на передний план загнать палатку. Интегрированный Photoshop Firefly уже сейчас это может сделать за считанные секунды, и при этом вам не нужно лезть в сторонний софт, не нужно устанавливать левые плагины. Ролик о InPaint в Photoshop я уже выпустил, обязательно посмотри его по всплывашке. Но если ты его посмотрел, то, скорее всего, возникнет вопрос, а как начать пользоваться этими фишками? Ну, для начала обязательное условие: у вас должна быть лицензионная подписка на Photoshop. Стоит она порядка $20 в месяц, и, ребят, если честно, $20 для вас сумма, которая бьет по бюджету, значит, вам Photoshop не нужен. Есть open-source аналоги, которые можете использовать. Ну а если вы профессионал и на Photoshop вы зарабатываете деньги, то уж раскошельтесь, и приобретите себе лицензионную версию. Сейчас это сделать можно из любой страны, с любыми санкциями, обходные пути всегда найти можно. Если мы говорим не о браузерной версии Firefly, вы можете потестировать сам бета Photoshop на протяжении 7 дней, скачав его с официального сайта. Итак, заходим на сайт firefly.adobe.com, оставляем там заявку на бета-тест, спустя какое-то время вас должны авторизовать. Давайте регистрацию, ну быстрее. Регистрация успешно завершена. Спасибо, открывайте. После обработки ваших изображений вы сможете заходить в подъезд без ключа. И вам будет доступен следующий функционал. Первая фича — это генерация изображения по текстовому запросу. Она уже реализована в Photoshop, но работают они от браузерной версии различно. Вторая фича — это генеративная заливка по маске. Третья фича — генерация стилизованного текста. Четвертая — перерисовка цветов вектора. Вообще непонятно, нахрена эта вещь нужна. Пятая фича — преобразование 3D-объектов
в картинку по текстовому также запросу пока что эта фича не работает. И шестое — расширение изображения. Я подозреваю, что в браузерной версии эта фича не появится, потому что она уже встроена в сам Photoshop. И вообще все из браузера нужно, разумеется, перенести в Photoshop. Это будет более логично. Давайте мы начнем с самого первого, это преобразование текста в изображение. Тут нам сразу показывают лучшие генерации других пользователей. Можно сразу тыкнуть на картинку и посмотреть, из чего она была сгенерирована. Круто то, что для типичного большинства пользователей, которые никогда не пользовались генеративными нейросетями типа Midjourney и Stable Diffusion, не залезающие в сложные документации, здесь есть какой-никакой понятный интерфейс. Мы можем выбрать тип создаваемого изображения, либо пробежаться по популярным стилям, которых достаточно большое количество, вплоть до пиксель-арта. Можно выбрать другое соотношение сторон, к примеру, широкий экран, и даже варианты времени съемки. Сместив на Golden Hour, мы получим такой результат. Здесь даже имеется более понятный выбор композиции. Мы можем изменить ракурс съемки, либо ширину угла. И наличие всех этих подсказывающих окошек логично, потому что я сам прекрасно помню, как я сидел с Midjourney и пытался придумать текстовый запрос, потому что, опять же, согласитесь, Midjourney — это очень крутая вещь, которая простым текстовым запросом позволяет вам сделать очень качественный результат. Но если вы попытаетесь создать какой-нибудь портрет супергероя, снятый из-под пятки снизу вверх, будет сложно описать это текстом. И было бы круто, если бы у нас был выбор, уже направляющий нейронную сеть на определенные ракурсы с точки съемки снизу, сверху, на суперширокий угол, либо на телелинзу. Конечно, Midjourney более совершенен, он идет более простым путем. Генерация картинки только по тексту. От вас требуется этот текст написать. Но для того, чтобы научиться правильно писать промпты, нужно потратить гигантское количество времени и понять, что от вас будет хотеть нейронная сеть, чтобы получить нужный вам результат. А Firefly более простая, знаете, как для детишек. Подготовительная школа, ясли, перед тем, как переходить на Midjourney. Здесь вы можете набрать различных стилей, вариантов цветокоррекции, ракурсов и так далее, и потом эти запросы перекидывать в Midjourney и там уже реализовывать более качественные картинки. Опять же, до поры до времени, пока Firefly не подрастет и не перейдет из разряда яслей в какую-нибудь аспирантуру. Давайте сгенерируем какой-нибудь простой запрос. Реалистичная фотография ровера на поверхности Луны, большая Земля на бэкграунде. Генерируем. Все стили я сейчас убрал. Вот такой результат мы получаем. Конечно, сейчас это выглядит сыро и криво. Тот же Midjourney по аналогичному запросу выдаст вам намного более реалистичный результат. Но есть одно но. Возраст нейросети Midjourney, паблик-версии, без малого 1 год. У Firefly 2 месяца. Я нашел свой старый аналогичный запрос в Midjourney, который делал в сентябре, на тот момент нейронке было 2 месяца, и вот такой результат я получал. Разница между Firefly также небо и земля. И на мой взгляд, Adobe справился намного лучше. И не стоит забывать то, что у Adobe как и финансовый, так и вычислительный ресурс намного больше. И я не удивлюсь, то, что к релизу Firefly сможет к Midjourney приблизиться. Поэтому будем ждать релиза осенью. То, что происходит в браузерной версии и в Photoshop, конечно, тоже небо и земля. В Photoshop это происходит крайне криво. И ни одна из этих 3 генераций никак не сопоставима с качеством браузерной версии. Видимо, на данный момент в бета-фотошопе генеративная заливка полного полотна работает на разных базах нейросети. Для сравнения, вот вам еще несколько генераций браузерной версии Firefly, фотошопа и Midjourney. Разумеется, последняя выглядит куда более приятно и совершенно, с большим количеством деталей и более проработанными свет-теневыми векторами, с соответствующими реализму тенями, линиями, перспективой. С генерацией портретов тут вообще небо и земля, пока Firefly очень хреново умеет отрисовывать лица. На данный момент в плане генерации фото с нуля Photoshop полное уныние, чего не скажешь о InPaint вставках и расширении пространства кадра с нуля. Во втором окне браузерной версии мы уже имеем InPaint вставку по маске. Подгружаем картинку, рисуем маску и вставляем сюда, к примеру, цветок. Браузерная версия нам выдает 4 варианта вставки, и если нас не устраивает результат, мы можем сгенерировать изображение еще раз. Здесь я ставлю этот цветок, сохраняем, и еще на задний план я добавлю 1 цветочек. Бум! 1, 2, 3,
4. Но вот эта монстера здесь вписывается идеально. А правый цветок можно потом в фотошопе немножечко поправить в изумрудный цвет и будет очень гармонично смотреться. Также здесь вы можете выбрать клавишу Remove и более хитро удалить объекты из кадра. Ну вот раму особо он не удалил, но зато нарисовал нормальную новую. Нажимаем скачать, и картинка скачивается к нам на жесткий диск. Все то же самое можно сделать с помощью генеративной вставки уже в самом фотошопе в бета-версии. В видео предыдущем я это все объяснял. Но у Firefly, как и у Midjourney, есть свои ограничения. К примеру, вы не сможете полностью раздеть модель, сгенерировать гениталии, сиси-писи и так далее, но все-таки обойти некоторые ограничения Firefly можно. К примеру, если вы выделите модель и попытаетесь изменить одежду, к примеру, на запрос тату, то Firefly сам немножечко подразденет вашу модель. Иногда это срабатывает дико крипово, и некоторые варианты Firefly может реализовывать вполне реалистично и естественно. Это круто. Что еще? Третья вкладка — это стилизация текста. Здесь нам опять презентуются различные пользовательские эксперименты. Выберем любой и попробуем написать свой запрос. К примеру, слово «Никон из хлебушка». Никаких намеков. Выглядит аппетитно. Здесь у вас также есть возможность различных уже заготовленных стилистик текста, варианты заполнения, шрифты и даже цвет бэкграунда. Но как ни крути, на мой взгляд, Midjourney генерирует намного более фотореалистичные варианты. Конечно, здесь приходится генерировать все по одной букве, что я, собственно говоря, и сделал. Для каждой буквы я создал свой промпт и посимвольно сгенерировал картинки. Потом все это объединил в фотошопе, немножечко поколдовал, и у меня получилась вот такая аппетитная булочка, которую вы можете скачать у меня в телеграм-канале. Подпишитесь. Ну и завершающая доступная нам фича — это генеративное перекрашивание векторных файлов. Нахрена? Грузите внутрь нейронки свой SVG файл и перекрашиваете его согласно текстовому описанию. Можно это все перекрасить в ЧБ, а можно, к примеру, в цвета золотого часа. Справа у вас также есть уже заранее подготовленные сэмплы, да еще за вас постарались и различные гармоники представили, типа комплементарные цвета, аналогичные, триады и так далее, из которых вы получите результирующую генерацию. Пока что это работает, кривовато. Да и непонятно нафига, если это все можно перекрасить в иллюстраторе. Ну или на крайняк натыкать из палеты снизу. Что ж, круто, что адобовцы потихонечку отдупляются и радуют нас новыми фичами. То, как я делал хлебушек, включая PSD разобранные на слои файлы, вы можете найти у меня в телеграм-канале. Но если вам интересно, как все происходит с точки зрения раздевания, одевания моделей через Firefly, заглядывайте ко мне на Boosty и Patreon, ведь совсем скоро мы проведем стрим, где будем непосредственно тестировать все эти фичи. Срамота. А также мы разберем ваши работы, и я отвечу на все вопросы, касающиеся фотографий. Если вы хотите прогрессировать фотографии, делать классные фоточки, не пропустите. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Мне будет дико приятно. До новых встреч. Пока.